Всем привет! Сегодня сделаем бойлы на сома и оснасточку для них. В миску добавим 2 куриных яйца. Один зубчик чеснока. Перемешиваем. Две чайные ложки соли. Взвесим и добавим 50 грамм манки. Ждем полчаса, чтобы манка разбухла. Затем взвесим 50 грамм альбумина. Это сухая кровь. Взвесим 100 грамм куриной печени. Пропускаем через мясорубку. Добавляем в основной состав. Перемешаем. Взвесим и добавим 200 грамм рыбной муки. Хорошенько вымешиваем. Общий вес состава вышел 508 грамм. Взвесим 7 грамм массы. Катаем шарик. В диаметре он примерно 20 мм. Меньше делать не стоит, а больше можно, смотря какие сомы у вас водятся и насколько они осторожны. В итоге вышло около 70 бойлов. Ставим бойлы в пароварку на 10 минут. Если нет пароварки, то можно проварить 5 минут. Но это неправильно. Варить бойлы стоит на улице, потому что вонь от них стоит просто дикая. Высыпаем на бумажную салфетку, чтобы ушла лишняя влага. Дальше можно сразу брать их на рыбалку или заморозить в пакете. Под эти бойлы сделаю экспериментальную снасть на сома. Взвешиваю 29 грамм пластилина. Леплю форму грузила. По центре проводим велосипедную спицу.
За кадром сделал коробочку из пенопласта и разместил груз по центру. До половины заполняем гипсом. Промазываем мылом. И заполняем вторую половину. Форму сушу в микроволновке по 30 секунд, 15 заходов, с паузой 5 минут. На велосипедную спицу наношу копоть от свечи. Ставлю на место форму. Расплавляю и заливаю свинец. Груза зашкуриваю крупной наждачной бумагой. Промазываю быстрой эпоксидной смолой. Посыпаю высушенной ракушкой или речным песком. Прижимаем торчащие ракушки к грузилу. Сверху наносим прозрачную эпоксидную смолу. Вот такие груза-невидимки у нас получились. Главная цель была скрыть металл от сома, так как наживка будет находиться возле груза. На метровом отрезке толстой лески или флюорокарбоне делаем петлю. Одеваем стопор. Заводим груз. Одеваем второй стопор. На втором конце лески делаем петлю узлом восьмерка. Подбираем крючок бойлом, у меня карповый первого номера. На крепком поводочном материале вяжем небольшую петельку. Заводим в ушко крючка. И отмеряем, насколько бойлов хотим сделать снасть. На 1 или 2 бойла. Вокруг цевья делаем виток к витку намотку до жала крючка. И 5 оборотов в обратную сторону. Конец поводочного материала заводим с тыльной стороны крючка. Это важно, влияет на засекаемость. Отмеряю на длину карповой иглы. И делаю петлю. Отрезаю 5 см резинового ниппеля. Одеваю на иглу. И провожу поводок через него. Крепим поводок к снасти. Красная трубочка нужна, чтобы сом не перетер зубами поводочный материал. Насаживаем бойл.
Несколько бойлов можно забросить в точку лова в таком ПВА мешочке для карповой рыбалки. Я их покупаю в Али, ссылку оставлю в описании. При попадании в воду в течение минуты он растворяется, является полностью безопасным для рыбы. Для того, чтобы продлить время растворения пакета, его можно обработать рыбьим жиром с аптеки или подсолнечным пахнючим маслом. Саму эти запахи нравятся. У нас вторую неделю идут дожди. Температура днем резко упала до плюс 5. Шансы на поклевку сома при такой погоде равняются нулю. Но это не точно. В общем, я на рыбалке забросил донку с подводной камерой. На 27-й минуте был виден силуэт карпа или очень крупного карася. Уверен, эти бойлы и карпы придутся по вкусу. На 54-й минуте съемки появился сом. Запах бойла все же приманил сома. Но то ли бойл попал между камнями, или сому было просто тяжело его взять, или все же погода дала про себя знать. Пробыв возле бойла около 10 минут, он так и не клюнул. Рядом стояло еще 2 донки с медведкой. Это безотказная наживка по сому у нас. Поклевок также не было. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, видео было полезным. Спасибо за просмотр. Всем пока.